Всем большой привет, друзья! После, я не скажу, что прям небольшого, но как минимум двухнедельного, получается, перерыва моего личного, я, так скажем, ушла из соцсетей ненадолго. Я там появлялась, заходила, но в основном я просто отсыпалась. Дочка закончила 2 класс, у меня здесь еще появились проблемы по здоровью. И все вот это вот так вот наложилось. Мы решили пару недель просто отоспаться, отгуляться. Мы гуляем сейчас каждый вечер по возможности, если нет дождя и плохой погоды. И в Дзене я уже вам написала статейный обзор на 4-й выпуск 1-го сезона и обещала, что сделаю видео. Но обещала, что сделаю видео в течение 1-2 дней. Но Рутуб у нас выкатил новые правила, по которым видео в продвижение можно будет отдавать только в течение 24 часов после того, как ты это видео опубликовал. А у меня как раз это накладывалось на выходные, а в выходные менеджеры не работают, видео в продвижение бы не попало. Поэтому я сейчас снимаю в понедельник. В понедельник же вечером, я надеюсь, я успею все домонтировать и выложить в Рутуб. Отдаю менеджеру на продвижение, во вторник он уже запускает продвижение. То есть все у меня как надо. И потом видео также будет в Ютубе, и я надеюсь, в ВК тоже выложится. Последние видео 6-го сезона «Маски» вроде как публиковались нормально. Напоминаю, что в Дзене видео больше нет, они там, Дзену больше они не нужны, и они там больше не появляются, как минимум на моем канале. Поэтому у нас, как обычно, Рутуб, YouTube и, возможно, ВК, но это тоже по, скажем так, по свободному времени, по наличию у меня свободного времени, потому что все равно очень долго туда все загружается. Так, что еще по новостям? По новостям мы отсмотрели с вами Евровидение. В Телеграме у нас были обзоры. До сих пор я пою всякие песенки оттуда. Мне очень понравилось. Быстренько, просто быстро пробегусь. Мой фаворит вообще единственный, кому я желала победы, Швеция. Кай, как они правильно называются. В общем, с песней про сауну. Я научила этой песне ребенка, котов, соседей. Мы по улице ходили, ее пели вдвоем, танцевали там. Потом мне понравилась Германия, но это уже больше, знаете, такое, наверное... поначалу ты думаешь, боже, что это? А потом такая ла-ла-ла-ла. И, соответственно, эспрессо макиато. И потом я прониклась песней Израиля. И в целом она мне понравилась, пока она выступала. И так. Потом тоже переслушивала ее. И по чуть-чуть там Испания, да, по-моему, вот эта, которая 30, выглядит на 50, поет на 70. Вот эта девушка. И что-то еще. Евровидение мы с вами отсмотрели. У ребенка был день рождения тоже 13 мая. Кто в Телеграме подписан, подписывайтесь. У нас там до сих пор всякие обсуждения, игры, активности, все-все-все есть. Тем более сейчас я обратно возвращаюсь в интернеты. Поэтому будет побольше всего интересного. В Телеграме тоже я все выкладывала и про день рождения дочери, и в целом вообще как там, что у меня происходит. И сейчас мы с вами будем обозревать уже конкретно, обозревать, точнее, 1-й сезон «Маски». Вы сами меня просили. Я вам предлагала либо смотреть «Народный артист», либо доделать маску. Вы сказали доделать маску. Мы будем смотреть. Поэтому я от вас жду в Рутубе лайков и в топ. Там такая ракета, возле нее написано в топ. Вот нажимать лайк и в топ. И в Ютубе, как обычно, жду лайков, комментариев. И в Рутубе тоже, конечно же, комментариев жду. Я последний обзор, по-моему, год назад делала, да, уже на 1-й сезон, на 3-й выпуск. Поэтому, если я сейчас буду повторяться в каких-то своих суждениях, если я сейчас буду говорить те вещи, которые уже до этого говорила, давайте не будем обижаться на меня и не будем говорить, Маша, ты это уже называла. Прошел год, во-первых. Во-вторых, если я это повторяю снова, значит, на самом деле это то, что меня волнует, то, что меня триггерит, и те вещи, которые я замечаю конкретно вот в сезоне, в 1-м, скажем так. Поэтому я думаю, что тоже у нас проблем с вами насчет этого не будет. И что у нас сейчас? Да, у нас здесь будут, опять же, напомню, названо очень много иноагентов. Я постараюсь упоминать всех, кого помню, что они иноагенты, постараюсь упоминать это по законам Российской Федерации. Так, к сожалению, по-другому я это сделать не могу. В Дзене я просто каждому поставила звездочку и внизу сделала сноску, что те, кто помечен звездочкой, признаны иноагентами. Здесь такого видео не получится, поэтому я их буду фамилии называть и сразу говорить иноагент на территории РФ. Думаю, тоже вы на это обижаться на меня за это не будете, потому что это не мое желание.
это не мне надо, это надо... Нет, точнее, это надо мне, конечно, чтобы меня там не заблокировали, никаких штрафов мне не повесили. Я думаю, к этому вы тоже отнесетесь с пониманием. И давайте уже сейчас переходить конкретно к обзору. Я хочу быстро это сделать, быстро, потому что, так как знаю я себя, я могу на 1,5 часа сидеть, бухтеть и бубнеть, вот и кашляю опять. Так, что первое мне бросилось в глаза? Мне бросились в глаза дети Филиппа. Очень маленькие, очень миленькие. Алла Виктория такая еще пусечка-бубусечка. Так тихонечко разговаривают, такие стесняшки. Сейчас мы знаем, Алла Виктория ведет ТикТок. Она там вовсю пародирует папу. Ну, и в целом такая яркая личность. Я смотрю, что когда она уехала из России, я не понимаю, она вернулась в Россию или нет. Он их увозил учиться в Дубай, по-моему. Неважно куда. Но когда она уехала, там она более раскрылась. Она стала ярче, она стала улыбаться. До этого все, что она делала в России, это было просто, господи, dead inside. Поэтому я очень за нее рада. И в целом, что она себя нашла как минимум в творчестве. Видно, что творческая девочка. Филипп сам говорил, что она творческая. Мартин больше такой вот, ну, более приземленный, скажем так, более приземленным профессиям будет себя потом в будущем относить. Алла Виктория больше, скорее всего, пойдет вот на сцену, может быть, актрисой станет. Насчет певицы не знаю, но вот эти маленькие, миленькие детки, и я сразу сижу, думаю, господи, вот моей сейчас 9, через 5 лет ей будет уже 14. Это что же будет, как Алла Виктория сейчас? Это прям мгновенно время пролетает, мгновенно. Плюс Филипп, тоже такой кругленький, пухленький, черные вот эти вот закрученные волосы. Такой еще та эра, скажем так, Филиппа, к которой все привыкли. Тоже ностальгия, ностальгия. Валерия не в дебильных нарядах, в каких она была в 6 сезоне. Регина, в принципе, не в нарядах, в каких она была потом, начиная со 2 сезона. Мартиросян до сих пор считаю своим любимым членом жюри, потому что сейчас, опять же, пересматривая, все по факту говорит, да, где-то с юмором, где-то подстебывает, но в целом все очень даже хорошо у него. Ну и Родригес еще тогда меня не особо бесил, но вот эти звоночки про грудь, как он пауку про грудь все время. Грудь, 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 вот это тоже меня смущает. И тогда смущало, когда я смотрела, и сейчас меня это тоже смущает. Плюс Славин, вот четко помню, что я вам про это писала, и нет, не писала, обзоров не было текстовых, по-моему, на 1 сезон. Говорила в видео про Славина, эти подводки про Камызяк. Какой же это кринж! Какой ужас просто! Я в Дзене написала, понимаю, что это не Слава пишет сам себе, что это не его желание, хотя, может быть, это и было его желанием, не знаю. Но в целом это выглядит так ужасно. И слава богу, что со 2 сезона все эти подводки про Камызяк закончились. Смотреть это не могу, звонили с Испании и говорили, что это не их. Это прям стыд полнейший, полнейший стыд. И переходим конкретно к маскам. Яйцо. Моя бабушка курит трубку. Вот первый раз, когда в шоу появилась эта песня, которая потом через сезон будет постоянно в каждом сезоне, ее пел Яйцо. Абсолютнейшее своим голосом. Зная, что там Андрей Лирник, иноагентом, признанный на территории РФ. Антон Лирник. Да, Антон. Вот видите, у меня с именами вообще беда. Зная, что там он, и зная его голос, ты прям конкретно понимаешь, что да, вообще абсолютно без обработки человек поет. Никакой обработки. Так же, как в целом у всех потом в выпуске будет. Абсолютно. Где-то подтюнено чуть-чуть верха, где-то чуть-чуть низы подтюнены, где-то чтобы глубины дать голосу. Но ты слышишь их тембр, ты слышишь их голос, ты их можешь угадать. Ты знаешь, что это они, и ты понимаешь, что они пели абсолютно своими голосами. Но жюри у нас туда пихает Марка Богатырева, насколько я знаю, это актер из «Кухни», да, я «Кухню» не смотрела и в целом больше не знаю, где этот парень снимался. Киевстонер, не знаю, иноагент, не иноагент, но въезд ему в Россию, по-моему, запрещен. Валдис Пельш, Олежка, Баста, Манучаров, Верник. Почему у меня написано Вероника? Это я писала с телефона, там Т9 заменяет Верник на Вероника. Извините, после номера Филипп называет Воробьева. И я так понимаю, не помню, в прошлых выпусках это было или нет, но этот выпуск был на Воробьева вообще богат. Там и в «Панде» потом он будет. И вот из-за «Яйца» и «Панды», я так понимаю, Воробьев потом и будет у нас шампанским и монстриком.
Хейтим, хейтим Яйцо и Панду за то, что сунули туда Воробьева, и мы его потом увидели. Но это я шучу. Всем понравилась версия, что там Воробьев. Потом всем, вдруг, кому не помню, пришла Валерии или Регине. Нет, не помню, в общем, кому. Или даже Гарику Мартиросяну. Точно не Родригезу, потому что он потом это отрицал. Им пришла версия, что в яйце может быть Михаил Шац, тоже признанный иноагентом на территории РФ. Но у Шаца потом, Родригес правильно говорит, у него разговор чуть-чуть не так вообще строится, у него речь по-другому льется, во-первых. Во-вторых, у него есть такие, да, словесные акценты, вот как у меня мой диалект дальневосточный, сколько лет уже не могу от него избавиться. Также и у него есть свои какие-то вот отличительные черты в голосе, в произношении слов, которых у яйца ни в песне, ни в разговорах нет. Поэтому, конечно же, я согласна была с Родригезом, даже если бы там не знала, кто в яйце находится, я бы была согласна, что Шаца там нет. И они, по-моему, насколько я помню, вообще Лирника не угадают до самого конца. Только потом, когда он маску снимет, его, по-моему, только потом Мартиросян угадает, и то с горем пополам. Ну, в общем, я жду этого момента очень. Но, ну, вы знаете, мое отношение к этой песне, говорить, понравилось мне, не понравилось, Яйцо мне в целом нравилось. Вообще, я обожаю таких вот юмористов с легким тонким юмором. Плюс он чуть-чуть подстебал Родригеза. Вспоминаем, как потом это делать будет Водяной. Да? Здесь это было посмешнее, и мы понимаем, почему он Родригеза стебал, потому что как бы они в Comedy Club там вдвоем, да, примерно на одном уровне. Мартиросян все же их начальником был. Поэтому я думаю, что он подсказки прям конкретные, откровенные давал. Про то, что они работают вместе, про Comedy Club, про вот эти шутки, про подстебы. Он вел Родригеза. Не дошел Родригез до него вообще. Паук, Покерфейс, Глюкоза, Ирина Нельсон, Темникова, Серябкина, Линда и абсолютно все спортсменки Российской Федерации. По голосу, опять же, поет чистейшим своим. Абсолютно ничего помененного, измененного, помененного, ничего измененного. Все чистым голосом Катиной. Они поначалу, ну какая-то ту, ну какие там Олимпы. То есть они вроде, как мне показалось, они уже конкретно уверились в том, что это Катина, но они пытаются как-то что-то, потому что только 4-я программа, они по факту всех, кроме Яйца, каким-то боком, и Волк еще, отгадали. Здесь в целом им нужно выезжать на чем-то другом, поэтому они туда и Темникову пихают, тоже потому что серебро на Евровидении была, все такое, группа. Но в итоге все равно после своего обсуждения они сошлись на Катиной. И снова я упомяну то, что они поют своими голосами. Максимально своими. И я думаю, что они все ее узнали. Ее чистый голос узнали. Родригес Грудолог узнал. Сказал, что Катина может быть. Ну, точнее, не то, что может быть, а что, скорее всего, это объемы Катиной. Поэтому я думаю, что если они пока Паука не выгоняют, не помню, в каком она, в 6-м идет, да, в следующем должна Туча уйти, по-моему, то они ее не выгоняют просто потому, чтобы подержать подольше, хотя они ее угадали. И про что еще хотела здесь упомянуть? Хором они ее назвали, чистейший голос Катина, минимум тюна. Ну получается... вот что я хотела сказать. Глюкоза, Ирина Нельсон, Темникова, Серябкина, Линда. У нас из этих названных были Глюкоза приглашенной, Темниковой не было. В общем, были Глюкоза и Серябкина в сезонах. Нельсон, Темникова и Линда. Ну, Линда вообще, как бы, думаю, ее не будет. В общем, Нельсон и Темникова есть еще хоть какая-то вероятность, что они появятся в следующих сезонах. Тем более Нельсон вроде как сейчас ходит по всяким премиям. Там она снова поет на российскую аудиторию, бла-бла-бла. Поэтому я думаю, вероятность того, что она в Москве окажется, есть. Волк, отпустите меня в Гималай. Не люблю эту песню, мне не понравилось вообще. Именно вайб не мой, номер не мой. Спела хорошо, спела нормально, спела так, что не слышно кокс. Один из таких вот, скажем так, людей, кто прям на самом деле голос свой прятал. Да и потом я понимаю, что она вроде как специально пыталась голос спрятать, чтобы ее не узнали. Ну, это одна, опять же, из немногих, кто это делал. Не моя песня, не мой номер, но что хочу сказать.
Начинаются слезы, когда ты смотришь на эти постановки. Не только на Волкова, в целом на всех. Потом у Панды будет так же. Когда ты смотришь на эти постановки, когда ты смотришь на эти номера, на то, как они там на сцене пляшут, на декорации. И такая грусть, тоска по первому, второму сезону. И то, что потом было в третьем, голяк полнейший. Потом четвертый как-то, еще куда ни шло. Пятый, шестой, вот вроде сейчас тоже хорошо по постановкам все было. Так тяжело на душе это все смотреть, серьезно. Вы прям не представляете. Я от себя сама этого не ожидала, того, что я прям настолько буду сидеть, загоняться, что, господи, верните меня в то время, верните, пожалуйста, вот это все, что было. Очень тяжело, конечно, смотреть, на самом деле. И у них разброс между Нюшей и Дианой Арбениной, да, у нас, опять же, Нюша и Диана Арбенина — это абсолютно одинаково поющие певицы, с абсолютно одинаковым вайбом, с абсолютно одинаковой энергетикой, да. И потом, когда она поет, что она говорит? Она говорит там какие-то Нюшины слова в подсказке про «Вою на Луну». Все четко делая под Нюшу, они понимают, что ее уводят, что их уводят, точнее, на Нюшу специально, но все равно считают, потому что они до Кокса еще не дошли. Все равно считают, что это Нюша, скорее всего. Ну и по Арбениной, конечно, да, они сказали, что после этого номера Арбениной там точно нет, голос, хрипотца и тембр точно не ее. Пока они до Кокс, второй, третий, уже четвертый раз, какой говорю, не дошли, но они туда сунули Савичеву. Ну, опять же, да, где голос Савичевой, где голос Нюши, где голос... Ну, Арбенину окей, да, вспомним один в один, как Савичева Арбенину спела, но... Да и рост там не тот, по-моему, Кокс повыше чуть-чуть Савичевой, да, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, пока они просто мечутся, не понимая, кто там может быть. И первым номинантом стал Яйцо. Ну, потому что Паук с песней Poker Face, да, Леди Гага. Волк у нас один из претендентов на победу, мы не знаем, кто там, поэтому мы сунем номинацию Яйцо. Попугай Айсберг. Одна из песен Попугая как раз-таки, вот если у Волка одна из песен, которая мне не зашла, у Попугая это одна из тех, которая мне зашла. В целом люблю, вы знаете, творчество Аллы Борисовны. Эту песню тоже люблю, она такая грустная, да, с одной стороны ты не понимаешь, о чем там поется, а потом ты, когда начинаешь слушаться в текст, понимаешь всю глубину и боль страданий. И 50 лет они сидят, какая Алла Борисовна классная, какие песни великие, какая она великая, какие песни великие. Тоже потом думаю, господи, первый, второй сезон настолько прям они ее превозносят, и потом даже в третьем, четвертом, пятом, там, шестом, да, боятся даже имя упомянуть. Филипп еще там в третьем что-то говорил Алла. Сейчас просто эта женщина, моя бывшая жена, и вот такое, да. Понимаю, подстраиваемся под нынешние реалии, осуждать не буду, но вы не забывайте, что вы потом будете Долиной петь дифирамбы и то же самое говорить. Великая женщина, очень рад, что живу с ней в одно время, никто так на эстраде, как она, не поет и не чувствует песни. То же самое, что вы говорили сейчас про Аллу Борисовну. Один в один. Поэтому мне не очень это все приятно слушать. Серьезно. Плетневские, я вам еще тогда, по-моему, говорила когда-то про Попугая, что я прям конкретно услышала Плетневу именно в этой песне, в «Хо-хо-хо», когда она там пела это. Айсберг. Именно в тех моментах, где она пародировала Пугачеву, там прям четко слышно Плетневу, мне лично. Ну и они тоже там Плетнева, соответственно, по ростику, да, по пластике, по всему, это прям она. Поэтому я думаю, что никаких там супер-мега-вау и новых версий мы от них не дождемся, но они пытаются все равно, что там сделать. Да, Лорак туда сунуть, Седокову, ну Лорак нет, она настолько развязно бы себя, я думаю, не вела. Седокова, да, но Седокова намного формастее. Еще и в то время тоже она была намного формастее. Плетнева и Седокова, да, сравните. Там Плетнева просто кожа кости. Поэтому, ну, мне кажется, они просто туда суют, опять же, кого-нибудь, чтобы снова хоть какие-то версии были. Лев, Намб. Какой раз я сегодня говорю, абсолютно своим голосом поет. Абсолютнейшее. Очень мне понравилось. Да, пожалуй, это лучший номер выпуска, лучшее исполнение. Ну, это снова потому, что я люблю Ракешник. Снова потому, что это песня моей молодости. Такая вот небольшая ностальгия. Плюс хорошо сделал.
А оперная часть вообще мне не нравится, не мое. Не зашла мне оперная часть. Мое отношение к опере вы знаете. Поэтому здесь уж извините, но в целом даже вместе с этой оперой все было хорошо и замечательно. Все ему желают блестящей карьеры. Мы не хотим знать, кто там. Нам не важно, кто там. Но если ты вдруг поешь в группе, уходи в сольное плавание. Ой, я с этого угорала вообще. То есть они понимают, они знают, что там Цой. Они, помните, да, как раз после «Маски» Цой ушел в сольное, бэнд распался или там еще оставался, но Цой ушел. И мы вот так плавно-плавно готовили зрителей к тому, ну не мы, в смысле, они, что Цой будет сольником. Как по мне, вообще весь первый сезон, до сих пор думаю об этом, это моя теория заговора, что весь первый сезон был именно во имя того, чтобы Цоя явить миру, потом заключить с ним контракт на НТВ, чтобы он там работал на НТВ, вел программы, пел бла-бла-бла, чтобы именно забрать себе артиста на канал. Потому что прям вот столько дифирамб, столько всего ему напели и наговорили, и вот это про «если ты в группе, уходи в сольное», прям так режет слух. Ну и Фил, да, Никита сынок, Никита внучок, очень хочу, чтобы Никита был, всегда вспоминаю свои эти скетчи на этот сезон, где он там, ну, Лев и Пресняков, да, где там в этом Льве будет вот такой Пресняков, все равно мы его туда пихнем. Ну, у них даже в целом и в Соколе колдун был, да, когда колдун выше Славки, Сокол ниже, все равно там колдун, поэтому пускай. Но по Льву, я не помню, они уже сказали или скажут в каком-то из следующих выпусков, что он, по-моему, говорили уже, что он пытается казаться таким крутым и вальяжным, а на самом деле очень такой стеснительный и замкнутый мальчик. Ну, я тоже с этим согласна, и в моих скетчах на финал сезона это тоже я вам показывала. Поэтому пока что он продолжает так себя вести. Ну и хорошо, что он делает из себя, строит крутого, да, если ты будешь делать вид, что ты такой, когда-нибудь ты таким и станешь. Туча, посмотри в глаза. Одна из масок за все сезоны, которые мне абсолютно не нравятся, не импонируют никаким образом вообще. Я вам это, по-моему, тоже в прошлых обзорах говорила. Вот вспоминается все, что говорила в прошлые годы. Вся вот эта ее жеманность, вся вот эта плавность, то, как она медленно отвечает на вопросы жюри. Размыто, медленно, мне так хочется на перемотку это все, хочется убыстрить, хочется переключить. Поет слабо. Но мы знаем, что это не певица, надо отдать ей должное, что она хорошо справляется с этим, с пением, с исполнением песен. Но не моя маска абсолютно меня не цепляет. Насколько я помню, они потом Мастеркову не угадают. У них там Ветлицкая, которая поет свою песню, чтобы их запутать. А мы знаем, что это произойдет только в 3-м сезоне, первый раз с Джокером, который споет свою песню, чтобы нас всех запутать, типа. Но здесь они решили, что это все-таки Ветлицкая, они будут думать, что это она, и, скорее всего, и будут зал ее спасать, потому что это Ветлицкая. Но в номинацию отправили именно ее. Вот видите, мне вообще больше нечего про нее сказать. Про «Стальные маски» я думала, быстро скажу пару слов, а я бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу говорю. А вот по Туче на самом деле абсолютно... Ну, там по Оленю еще 3 слова скажу, и все. По Туче 0 у меня. Все. И вторым номинантом она стала Туча. Соглашусь на 100%. Вы знаете, еще в прошлые годы, опять же, вспоминаю, я говорила, что я бы ее выгоняла одной из первых сразу же. Робот-экспонат. Снова наша любимая песня, которую мы будем через сезон, каждый сезон пихать. Снова мы будем петь ее всякими разными голосами, всякие разные маски будут ее исполнять. У нас Ленинград в целом, экспонат и ВВВ Ленинград. И вот это «Моя бабушка курит трубку». У нас 3 песни, которые мы будем петь все 6 сезонов подряд. Для меня это худшее исполнение робота. Как оказалось, она каждый выпуск в номинации, это 4 выпуска уже, каждый выпуск она в номинации. И понятно, что ей очень обидно, очень грустно, мы знаем, что она сегодня уйдет, но я бы ее не выгоняла пока что. Хотя, повторяю еще раз, это худшая для меня ее песня, худшее исполнение в целом. Вот оперные, те, что она пела, да, видимо, потому что она все-таки учится на академ, а не на эстраду, вокал. Поэтому я думаю, что хорошо будет. Все остальное, если бы она пела таким, я про это говорю,
но экспонат мне не зашел вообще. Они туда пихают, давайте посмотрим, кого. Да, Регина решила, что раз робот, она же была на каблуках, там типа лабутены, она говорит, может быть, это модель. Где-то что-то они, по-моему, Федорову даже упоминали или не упоминали, не помню. Но нет, вы что, никакой Федоровой. И вдруг резко Филипп решает, или не Филипп, кто-то там решает, что это Стоцкая. Филипп говорит, да, это Стоцкая. У Валерии там Варвара, певица, про которую я больше, кроме первого сезона, никогда ничего не слышала. У Родригеза там Макеева, которую, я надеюсь, вообще в маске не будет никогда. И все равно, большинство, Филипп, Регина и Мартиросян сошлись на том, что это Стоцкая. Хотя вспомним Матрешку, которая тоже миллиарды раз была в номинации, которая, ну, как по мне, робот был ярче Матрешки, ну, вот на самом деле. Но она тоже много раз была в номинации. Тут, ладно, я соглашусь, что здесь они в постоянно номинируемом участнике видят Стоцкую, что потом она вечно будет в номинации. No problem. Олень, снег, поет чистейшим своим голосом. Миллиард дифирамбов ей поют. Кто же это может быть, мы не знаем. Ларисанна, не Ларисанна. Но, в общем, это великая гениальная певица. Мы счастливы жить с ней в одно время. Ой, все. Мне больше нечего говорить про оленя. Вы знаете, что для меня это маска, которую мы угадали с вами с первого выпуска. Петь она будет своим же голосом. Каждый раз, да, она будет петь шикарно, замечательно и восхитительно, но мне противно от того, что они говорили ей каждый выпуск, как они ей нализывали. Вы это прекрасно знаете, и повторять это я не буду. Панда, Umbrella. Первый, да, насколько тоже помню, до этого в предыдущих выпусках этого еще не было. Он выходит из зала, потом это у нас будет и у вождя, и у Козерога, ой, из-за кулис. Не помню, у кого-то еще это было, по-моему, точно. Тоже такое-то, когда уже видишь, что несколько масок потом в последующих сезонах это делали, и ты такая, вау, так это все с первого. Все эти бабушки курят трубку, экспонаты, выход из-за кулис, это все в первом сезоне тоже было. О! То есть это взрывает мой мозг, если честно. И здесь у нас в градации Лазарев, Топалов, Билан снова затесался Воробьев. Но здесь он уже конкретно так затесался. Ну, по Регине видно, что она знает, что там Топалов. Прекрасно видно, любимый муж, мой любимый, бла-бла-бла. Ей говорят, а если это не твой муж? Она, ну ладно, я буду извиняться. Ну, она 100% его узнала. Во-первых, мне кажется, во-вторых, да точно она знала, что он будет. Ну, может быть, в первых выпусках на самом деле не знала. А сейчас уже знает точно, что это он. Плюс потом придет Лазарев, да, в Дракошу. Все мы это все прекрасно знаем. Мы знаем прекрасно, что нет никакого Воробьева. Но соглашусь, что вот то, как он сегодня пел, сегодня, 5 лет назад, то, как он это пел, это на самом деле похоже на манеру исполнения Воробьева и на манеру исполнения Монстрика. Соглашусь, прям на самом деле. И это они хорошо подметили. А кто это был, кстати, не помню. Я написала? Нет. Или это Филипп, или это Мартиросян. Кто-то из них двоих, по-моему, если не ошибаюсь, кто-то из них двоих предложил туда Воробьева. Так что у них тоже слух, взгляд наметанный на это, на все. Мне нравится Панда, мне нравился он, вы знаете, такой вот весь зажигательный, классный. Опять же, в жизни он, как мне кажется, такой же Dead Inside, а здесь прям супер-мега веселый. Поэтому диссонанс некий, скажем так, между артистом и маской присутствует. И в целом мне нравилось его взаимодействие с Региной, жена, да, вот это все. Это было классно, замечательно. И спел он хорошо, но как будто бы мало. Они в первом сезоне мало пели, да. Куплет-припев и все. Или даже куплет-припев и все. Ну, там эфирного времени немного было. Здесь 2 часа идет выпуск. В Ютубе я смотрела, 2 часа. И сейчас по 4 почти идут. А с рекламой так вообще миллиард. Ну нет, ладно, сейчас тоже по 3 идут, но все равно. Ну и плюс там меньше было масок. И они еще по 2 подсказки всегда говорили. А сейчас непонятно вообще, хоть одна какая-то будет подсказка, нет в их подсказках. Еще что вспомнила, что они прям то, что сегодня нам говорят в подсказках, нам показывают в эфире, то они и говорят, вот в подсказке только что он сказал, что это. Я, насколько помню, им давали листы с подсказками заранее.
То есть им, естественно, это не показывали на экране, им давали листы. Я где-то видела фотографию, где сидела Регина или Филипп, честно не помню, у них там были подсказки этого. Ну, не подсказки в смысле, кто в маске, а прям текстовые подсказки были масок. Поэтому я думаю, что... Или мне это приснилось. Это же сонно говорю. Короче, что-то такое вот я вспоминаю. Поэтому я думаю, что в следующих сезонах мы же знаем, да, что потом подсказки снимаются уже после выпуска, чтобы подвести к тому, кто уйдет. А здесь было прикольней, как по мне. Третьим номинантом стал робот. 4-я номинация подряд. Зал спасает тучу. Зачем? Почему? Не понимаю. Ну, хотя в любом случае, если бы зал сейчас спас яйцо, между тучей и роботом выбрали, они бы, мне кажется, спасли тучу. Это же Салтыкова. Как мы ее выгоним в 4-м выпуске. И, ну, предрешена была судьба, я так понимаю, робота. Вот если бы зал ее спас, было бы по-другому, мне кажется. Может быть, даже и яйцо бы слили. Но жюри все-таки спасает яйцо, робот маску снимает, там Федорова, все такие, что? Там Филипп опять вот так вот глаза свои выпучивает. Регинка. Все с открытыми ртами, с выпученными глазами. Шок у всех. Ну да, они Федорову не ожидали, они не ожидали, что она так академом поет. Не было у них такого. И, как мне показалось, она, кстати, вот не особо расстроена ушла. Хотя тогда, наверное, это шоу и не так... не такие рейтинги были. Хотя Слава в этом выпуске сказал, наше шоу стало самым рейтинговым в стране. Не просто самым рейтинговым развлекательным, а в целом самым рейтинговым шоу в стране. То есть, типа, все сейчас смотрят «Маску». Вот так было в 1-м сезоне, в 4-м выпуске. И я думаю, тогда они не особо расстраивались. Конечно, вот те же амбиции Долиной, те же амбиции Волка, те же амбиции Льва, я думаю, да, дойти до финала, победить, вот это вот все. Ну вот робот, как мне показалось, она просто пришла, поучаствовала, и такая прям классная, позитивная, замечательная была. Очень она мне нравилась. Ну, мы знаем, что это не робот, нифига, это, по-моему, чужой, да, или хищник. Все время путаю вот эта вот маска и косы вот эти сзади. Это, в общем, чужой или хищник я не смотрела, но я сразу при просмотре еще тогда 1-го сезона ассоциация была именно с этим. Но назвали роботом, я так понимаю, чтобы, опять же, в авторские права не влететь, там вот это вот все. Я бы ее еще поддержала, я вам говорила, я бы вообще гнала в шею тучу. Следующую я бы выгоняла, наверное, Паука, потому что она, ну, просто тоже Dead Inside стоит. Вот там на самом деле из Dead Inside это Паук. Ну, из масок именно, да. Вот ее я бы тоже убирала. Тучу бы сначала убрала, потом Паука, уже потом бы убрала робота, потом бы убрала попугая, яйцо. Ну, это такое мое, опять же, да. И до финала. Ну, в финале, вы знаете, я вам уже говорила, победу я бы отдала Волку. Льва бы я поставила на 2-е место. Долину, окей, на 3-е. И вообще я бы Панду поставила на 3-е место. Я бы Панду до финала. Или он был в финале, 4-м слетел. Короче, Панду я бы на 3-е место поставила, на 2-е Льва, на 1-е Волка. Вот так вот. Или нет, в финале была это попугай. Потом уже, короче, все. Когда будет ближе к финалу, там тогда все и вспомним. Напомню вам еще раз, что так как вы просили делать обзоры на 1-й сезон, жду от вас активности. Напоминаю про активности. Везде, во всех, где выложено видео в соцсетях, лайк, комментарий. В Ютубе лайк, комментарий. В ВК лайк, комментарий. В Рутубе лайк, ракета, комментарий. Что забыла сказать, вчера, 1 июня, состоялся наш розыгрыш подарков. Девочки 2. Было вообще 4 победителя. Сначала один у нас, Илья, наш знакомый админ Маскофан, победил. Не я выбирала победителей, их выбирал бот рандома. А то там уже обиделись на меня. Он получил постер Валерии с автографом. Он живет в Москве. Ему как раз из Москвы его там и передадут. Он потом, я думаю, отфотографируется и нам это все пришлет, что он с постером. И победили мальчик и девочка. Мальчик оказался не подписанным на 2-й канал, поэтому победа слетает. И перевыбирал еще потом бот 2-ю девочку. Девочки тоже вчера получили свои сертификаты, но тоже с опозданием. Я их покупаю, они должны были прийти мне на почту, ну, как обычно, там, через минуту. Их не было 4 с лишним часа. Я писала в поддержку Озона,
ругалась там с ним вчера, госуслуги не работали, ничего. В общем, какой-то трэш был вчера. Хотя воскресенье, да, ну, как бы 1 июня это не настолько глобально праздничный день, чтобы все-все-все не работало, да и в воскресенье в целом вроде как сервисы работают. Но вчера был какой-то массовый сбой, и я поняла, с чем он связан. Поняла. Мама мне писала вечером. Поняла. В общем, это мы тоже здесь не обсуждаем. У нас развлекательный канал. Я думаю, вы поняли, о чем я. Можете погуглить. Все, заканчиваю уже конкретно, тоже начинаю всякую фигню нести. В общем, всем спасибо за просмотр, за лайки, комментарии, ракеты в топ, за репосты можно тоже приветствовать. Короче, все, вот что блогеры говорят, да, вот это лайк, коммент, репост, все это давайте делаем, чтобы я видела, что отдача есть, что вам это нужно, что я снимаю не в пустоту. Все, надеюсь, донесла до вас свою мысль. Еще раз огромное спасибо всем за просмотр. Всем желаю отличного, замечательного, теплого, яркого, веселого, жизнерадостного, крутого лета, в котором сбудутся все ваши мечты, и проведете вы вот так, как хотели. Мое идеальное лето – это плюс 15, постоянно пасмурно. Я хожу в теплой кофте и пью горячий кофе. Мечта. Все, всех люблю, целую, всем пока.